Это не потому, что я бабник. Я просто люблю общаться, и все. Некогда ждать, некогда какого-то подходящего момента искать, что-то откладывать на какой-то будущий день. Первые 3 года я там на городе вообще последние места занимал. Сегодня проснулись, завтра, дай бог, тоже проснемся. Я хочу, и я делаю. На левом плече ангел, на правом дьявол. Я выбираю сторону другую. Кирилл, ты где? Он говорит, да я в Питере. Понимал, что либо сейчас, либо никогда. Желательно на личном самолете. На личном жете. К сожалению, пока только на личном максимум автобусе. Хочешь ты, не хочешь. Надо походить. Телефоны в зале разбивал. Не толкнулся 30 и разбил свой телефон, я помню, кулаком. Да. Это был космос вообще, да. А как Кирилл купается в море, полностью голым, смотрите по ссылке ниже. Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на моем YouTube-канале. Меня зовут Никита Деревянченко. И сегодня у меня в гостях Кирилл Рябых. Всем здравствуйте. Приветствую тебя, Кирюха. Также, Никита, Рад привет. тебя видеть. Спасибо, взаимно. Расскажи, как ты? Какие у тебя дела вообще в целом? Как жизнь? Да, нормально, все потихоньку. Вот на сборах готовимся. Ничего интересного. Давно с тобой не виделись. На самом деле уже, да. Последний раз виделись на Кубке Кубке России. да. Да, там буквально пару дней. Кто не знает, с Кириллом лично я знаком уже более 12 лет. Вот. Мы с ним пришли в штангу довольно в раннем возрасте. Мне было 12 лет, Кириллу было 11, получается. Ну, где-то так, да. На тот момент, да. Расскажи нашим зрителям поподробнее, как ты пришел в спорт, вообще кем ты являешься, кто такой Кирилл Рябых? Ой, и именно если вообще про весь спорт говорить в жизни. Ну, если ты какими-то еще видами спорта занимался, да, расскажи, будет интересно. Ну, да, я футболом занимался, со скольки даже не помню, с 8, наверное, где-то вот до самого того этапа, когда уже в штангу пошел, когда уже какие-то результаты были, занимался футболом. Потом уже пришлось бросить, потому что надо было выбирать либо штанга, либо футбол. Угу. Так и получилось. А в зал штанги я случайно попал, у меня брат привел. У меня брат занимался. Все, я что-то с ним пошел на тренировку и все. Я остался, он, к сожалению, бросил. И все. Да. А сколько у тебя поднимал брат? Но он побольше поднимал. Он первее меня, наверное, КМС выполнил за год. Потом уже я где-то. Лучше. Ну, мы в одной категории всегда были. Ну, побольше на тот момент имеешь. Ну, да, понятно, что не на данный момент результаты. Сейчас, наверное, вряд ли бы он больше меня, конечно, поднял. Конечно, Кирилл Рябых. Брат, у тебя, насколько знаю, его зовут Цезарь. Цезарь Рябых. Да, такое у него странненькое имя, я бы сказал. Странненько. Себе сам хотел, да, это имя? Да, мне нравятся такие странные имена. Если у меня будет сын, может быть, как-то странно и назову его. Ну, Юпитер. Как вариант. Как вариант, да. А вы с ним одного возраста или он Нет, старше, младше? Он младше на 1,5 года. Он 3-го года, я 1-го, получается. Расскажи, какие у тебя лучшие результаты в тяжелой атлетике на соревнованиях? Ну, наверное, 16-45. Хорош! Drop it. ты Да. поднимал? Это на одних соревнованиях или? Нет, на разных. На одних соревнованиях я вроде поднимал 14.45 на кубке тогда. Третьим я стал. За Олегом и за Джабировым. А раздельные 16.45, да. Какие результаты у тебя на тренировке лучшие, в подсобных упражнениях? Ну, по порядку, давай начнем, например, рывок с помоста. С помоста 16 лучше, вот что это, на соревнованиях, что и в зале. Это в замок. А в замок. В лямках 23 я рвал. Ну вот и то это недавно было, вот буквально неделю-две назад в Кисловодске. В Кисловодске на сборах. Толчок классический на тренировке. 45.
Также 145? Да, Больше не так же толкал? дает. 51 раз подходил и все не толкнул. По-моему, 46 же ты вроде толкал. Я не помню, честно. Ну, 45-46, там один килограмм не так важен, я Роль думаю. не играет. Да. Я знаю, что ты, ну и в целом я также тренировался по, грубо говоря, так называемой болгарской системе тренировок. Ты постоянно приседаешь ежедневно по 2-3 раза в день. Ну, с утра и Лучшие- вечером, да. Да, лучшие приседания у тебя сколько? На спине 202, а на груди 175. Встал, встал, встал! 175. Это при весе 60-62 где-то, да? Ну да, я никогда бы больше и не весил. Максимум 62, наверное, весил, и все. Как ты отнесся вообще к смене методики? Ты начал работать с Салимом Харьковским, наш любимый, всеми обожаемый Человек. да, человек, профессор спортивной адаптологии Салим Харьковский. Привет, если смотришь этот ролик. Да, Салим, привет, тебе большой передаем. Из теплых краев Сочи. Да, Сочи. Как отнесся к смене методики? Раньше ты тренировался, ну, грубо говоря, как и все мы, по обычной стандартной вот этой советской системе. Тяги, приседы, жимы, швунги, рывки Короче, с плинтов. всё. Ну, в общем, да. Сейчас ты отошел от этого, делаешь рывок, толчок, присед. Да вообще никак. Мне как бы тренер сказал, давай попробуем, и все, так и начали пробовать. Я не знаю, когда уже я начал по этим планам тренироваться, я тогда ничего не поднимал. Как бы и без разницы было, мне кажется, что делать, что сейчас я делал, что то. В принципе, так и так бы прибавлял. Ну, в общем, да. Считаешь ли ты себя талантливым спортсменом, который вот этот спорт, он прям, да, вот твой? Или ты думаешь, что в другом виде спорта ты бы также добился определенных высоких результатов? Блин, честно, даже не знаю. Я и в футбол хорошо играл, не знаю. Тяжело ответить. И уже, к сожалению, назад не вернешься и не узнаешь, где бы я лучше был. Ну, вроде здесь неплохо, на сборах сижу. Что-то занимаю, что-то выигрываю, значит, Да. не все так плохо. Какие-то Значит, какой-то победы процент таланта есть, наверное. Ну, не без того, безусловно. Были ли в твоей карьере серьезные травмы, когда ты думал, что вот все, вот после этого я, наверное, не вернусь в спорт? Или что-то в этом духе? Да нет, к счастью, пока таких не было. И дай бог, чтобы и дальше так все было. Ну, конечно, дай бог тебе Так, сил, маленькие здоровья. только какие-то были травмы, но это максимум там неделю-два и все, отдохнешь. Ну, в основном это Следующий что, с чем связано? То не знаю, ну, из-за глупостей. Не знаю, там подойдешь, плохо разомнешься, что-нибудь такое и все. Короче, как на собаке все заживает, так что. Как на собаке. Слава богу. Возраст пока позволяет, видно, не знаю. Ну, а какие травмы, какого рода? Колени, локти, плечи? Ну, наверное, вот последний только плечо, там что-то связку потянул, я даже не знаю. Все. Ну и то не серьезно, я как бы, она болит и болит вроде пока Ну, и поднимаю. ты тренируешься Всё, всегда. да, ну я лечу, конечно, мажу там. Чуть нагрузку сбавил, все. А так ничего серьезного. Вопрос, который сейчас, наверное, интересует многих. Игры БРИКС, которые все ждут их, альтернатива Олимпийским играм. Я знаю, что ты находишься как раз вот в Сочи. Мы на спортивной базе Югспорт. Готовишься? Планируешь ли ты ехать? Как твои соперники? Есть ли вариант их выигрывать? Занимать первое место? Ну, конечно, если все бы сложится, почему бы не съездить, выступить. Да, соперники, что? Ну, примерно все одинаково поднимаем. Все решится вот 17 числа на проходке. Там уже основной состав определят. Посмотрим. Я не знаю, я все равно больше настраиваюсь пока что на чемпионат России. Потому что надо именно там желательно выигрывать. Рекорд России в толчке бы побить, если получится. А сколько рекорд России? 52 или 53, я не помню, честно. Вот. Олег последний раз сколько толкал, я уже забыл. Олег Мусохранов, да? Как у тебя отношения вообще с своими соперниками? Дружишь с ними или нет такого дружеского общения? Да нет, у нас все дружеское. Я бы не на помост только соперники, а так в жизни ну, наверное, хорошо общаемся. Тем более с Олегом я вообще хорошо подружился. Что привет ему тоже передаем, если будет смотреть. Обязательно. Олег, привет. Плохой комментарий не пиши. Ставьте лайки, друзья.
Топаем снимать. Все, я ж теперь блогер, ты же не знал. Теплая водичка. Нормально. Искупаться можно. А как Кирилл купается в море, полностью голым, смотрите ссылки по ссылке ниже. Это да. Уже в другой Подписка стоит всего лишь $5000. В другой запрещенной соцсети можно выложить. Переместились на другую локацию с Кирюхой. Сзади нас прекрасное Черное море. Да, красивый тут, конечно, вид. Да. С таким видом и тренироваться неохота, честно. Кстати, по поводу отдыха. Как ты восстанавливаешься, как отдыхаешь от такого колоссального количества нагрузок, которое происходит ежедневно там, ну, как мы знаем, в болгарской системе, в болгарской, постоянные нагрузки там свыше 85 там, до 100% каждый день? Ну, там не прям, конечно, так, но все равно, да как... Где надо, если устал, чувствую, что просто что-то либо упражнение меня, либо не делаю, либо просто веса сбавляю и все. А так, какое тут восстановление на сборах? Баня, отдых, лежишь в телефоне, что-то смотришь, в игры играешь, там, не знаю, в карты с ребятами и все. И так морально разгружаешься. Ничего сверхъестественного нету. Ну да. Как вообще в целом относишься к тому, что вот сейчас твоя молодость, тебе вот сейчас получается 22 года, и ты уже большую часть времени посвятил конкретно этому спорту и вот такому режиму жизни, такому ритму жизни. Ну, понятное дело, там после соревнований все мы там любим отдохнуть, там сходить куда-то в клуб, развлечься. Это обязательно. Без этого не будут результаты идти, наверное. Так как? Да нормально отношусь. Все равно спорт много забирает, но также много дает. Кто там, считай, все равно мы же не сидим тоже на одном месте постоянно. То в Сочи, то где-то еще, то вот в Крыму были, в Славутске. Все равно. Ну, также ты ездил в другие страны, я знаю, на соревнования выступать. Так что В Беларусь, например. все равно, да, что-то теряешь, что-то одно и другое находишь. В принципе. Ну, все-таки, да, спорт, видишь, он как один из способов бесплатно путешествовать. Ну грубо да, говоря. можно сказать Вот. так. Ну, даже я, будучи там не самым топовым спортсменом в России, Все равно все поехал. равно я много, ну, как минимум, нашу страну я очень много где был, много чего посмотрел. А ты, я думаю, так и тем более. Ну, еще, если бы не было там сначала коронавируса, что-то там, другой ситуации, которую все знают. Так можно было и весь мир, в принципе, даже Ну да. Европу, мир съездить. Опять же, вот недавно как раз-таки с братьями Яркиным общался по этому поводу. В такой ситуации находимся, что просто, ну, нашу страну не допускают до крупных соревнований международного уровня. А так, я насколько знаю, ты бы там мог даже на Европе где-то, да, там призы попасть, где-то по мог даже молодежи выиграть. я бы точно выиграл. Да, Европу. даже Вот выиграл. в том году и еще в каком-то. Там не так много поднимали, что в 55-й, что в 61-й категории, да что в 67-й, вообще без разницы. Тихо. Не падай. Но, к сожалению, пока что выступаем дома. Нет, да я и не особо из-за этого повода как-то не расстраиваюсь. Что есть, то есть. Ничего, тут ничего не поменяешь, ничего не сделаешь. Из-за этого как-то не хочется бросать спорт все равно. Ну да. Ты занимаешься, у тебя постоянный режим, тренировки. Как у тебя с восстановлением? Ты говоришь, ходишь в бане, там массаж, все это. По поводу сна. Вот Яркин сказал, что он постоянно спит. Он, кроме сна, у него это самый-самый главный восстановитель его. Как у тебя в этом плане с Не, режимом? ну у меня потяжелее с режимом, потому что я вообще, в принципе, плохо ложусь спать. Не знаю, может я сова, не сова, там, как это говорится. Жаворонок. Да, жаворонок, не знаю. Короче, какой-то из Синица. вид птиц там точно. Да, павлин. Ежик, который гуляет постоянно где-то В комментариях жди, там будут все птицы там. Ну, вот, напишите, какой я вид птиц. Нет, да как, ну, я поздно ложусь там, конечно. Во сколько, в 2-3 засыпаю. Но мне как бы хватает, я уже привык к такому режиму. А так, если, ну, днем после завтрака обязательно до первой тренировки сплю и все. Потом больше не сплю целый день. Яркин просто, походу, уже все старичок. Поэтому спит весь день. Так что не знаю. Я, наверное, может, помоложе еще такой возраст, более этот шабудной. Что-то постоянно какие-то движения хочется.
Ну да, кстати, по поводу движений, вот у тебя довольно хорошо продвинуты социальные сети. Насколько я знаю, на 2 социальные сети у тебя больше 40 тысяч подписчиков. Развиваешь медийную сторону свою, развиваешь в целом себя как личность. Как ты это монетизируешь, как-то занимаешься продвижением? Я знаю, у тебя там уже есть спонсоры какие-то уже там довольное время. Да, но были спонсоры, и сейчас иногда есть по счету это и рекламу там продаем. Но я сейчас так досконально не занимаюсь соцсетями, особенно запрещенные соцсети, потому что там тяжело сейчас вот это все VPN, не VPN включать. Я больше сейчас ВКонтакте, мне больше ВКонтакте нравится, потому что у меня там видео прям хорошо набирает по 100 тысяч просмотров. Вот я последний раз рывок какой-то 125 сплинтов порвал в этом на первом сборе в Крыму. И вот выложил его, там что-то уже 70 тысяч просмотров набрал видео в комментариях. Ну да, это солидно. Это Или хорошо. вон тот видос, где я этот в джинсах рвал, когда девочек мы поздравляли. Там вообще почти 3 миллиона просмотров уже на Да? Нифига себе, 3 миллиона это сильно, это вообще сильно. Ну, у меня там и фотки, и посты какие-то, фотки хорошо залетают. Вон та же фотка, где я с тем же поздравлением девочек, где мы 8 делали в зале. Там тоже что-то около 600 тысяч просмотров на этой фотографии. Потому что я больше ВКонтакте сейчас стараюсь. Ну, там и ВКонтакте у меня вся русская аудитория. Там кроссфитеров, просто люди, которые не в спорте. Из штанги много там молодых спортсменов, которые также пишут, какие-то советы спрашивают. Ну, ты всем отвечаешь. Ну, я стараюсь, да, всем всегда отвечать сразу по возможности. Не, ну, бывают, конечно, какие-то дурачки пишут там. Я им стараюсь не отвечать, так называемых хейтеры. И то даже им стараюсь иногда ответить, что-то сказать. Ну, там не в обиду. Не, ну иногда и в обиду, конечно, приходится. Я же тоже человек, что я буду унижаться. Нет. Я, в принципе, что в интернете, что в жизни, такой, как и есть. То, что думаю, то и говорю, в принципе. Ну, это правильно, с одной стороны, конечно. Вот ты говоришь, хейтеры у тебя. Мешает ли это как-то тебе? Вот, например, ты там, знаешь, тебе там что-то обидное сказали, ты ходишь об этом, загоняешься, думаешь, или ты... До свидания! Техническая пауза. Техническая пауза. Это точно хейтеры атаковали. Да, это Камера точно упала. хейтеры. Продолжаем подсъем. Мы что, про хейтеров говорили? Да, мы говорили про хейтеров. Мешает ли это тебе как в твоем жизни, в твоем ритме жизни? Бывает ли такое, что ты загоняешься, ходишь там о какой-то фразе, там где-то тебя оскорбили, что ты ходишь об этом, думаешь, там как-то мешает тебе это тренироваться? Да не, вообще нет. Тренироваться точно не мешает. Я как бы выполняю свои задачи и больше на себе зацикливаюсь, чем в каком-то во время, тем более, тренировки. Да и так в жизни, в принципе, не мешает. Больше забавляет даже. Там что они пишут, наоборот, мне даже иногда интересно почитать, что-нибудь прикольное напишут. Я как бы безразлично к этому отношусь вообще. То, что пишут, много меня, мало, вообще без разницы. Да. Своя жизнь, ты занимаешься, да. Ну, конечно, да, это же каждому надо за своей жизнью следить. Что. Вот мы вновь переместились на новую локацию. Напишите в комментариях, как вам такого рода контент. Нравится ли вам, когда меняется картинка, более динамичная. Ну, в Сочи в этом плане, конечно, удобно. Да. Везде красивая картинка. Да. Где не встань, где не посмотри, везде хорошо. Ты часто, опять же, вернемся к тому, часто путешествуешь по другим городам. Был уже много где. Я думаю, уже, наверное, более 25 городов точно посетил. Что, наверное, я даже, кстати, не считал, если так интересно. Не, ну, наверное, да, больше. Вот. А какой город тебе запомнился больше всего? Где бы ты хотел приехать вновь? Куда бы ты хотел приехать вновь? Ой, я не знаю, сейчас я только в одном городе мечтаю, в Питере, наверное, и все. Все равно, мне кажется, из всех городов самый такой красивый. Ну, в Сочи хорошо, просто что тепло, в том же Кисловодске тоже тепло, погода хорошая. В Питере, конечно, с климатом все потяжелее. Ну, все равно, мне, наверное, Питер, ну, либо домой съездить уже, Воронеж, потому что я да. дома тоже уже год не был, даже больше, наверное. Ну, это, конечно, Погода тяжело. здесь. Питер, а чем тебе прям заряжает Питер? Что тебе там такого прям нравится? Не знаю, там мне люди, во-первых, сам вот это люди, что добрые, какие-то отзывчивые. Ну и сам город красивый, спокойный. Никто, как в Москве, никто никуда не торопится, ничего, суеты какой-то нету. Поэтому из-за этого. Забавно просто. А когда последний раз в Москве был? На УМО, наверное, год назад, не год назад, какого год назад, в сентябре, наверное, был. Август-сентябрь, да, я с дома приезжал на медобследование пройти, чтобы допуск был на сборы.
тогда. Я там на 1-2 дня приезжал. Но мне даже не то, что 1-2 дня, мне там час хватает, чтобы уже захотеть оттуда быстрее уехать. Улететь прямым рейсом. Желательно на личном самолете. На личном жете, К сожалению, пока только на личном максимум автобусе. И все. Арендовать на сутки, да. И то с кем-нибудь. Кстати, по поводу зарплаты, опять же, затронем эту тему. Яркин, младший и старший, оба сказали, что в целом в тяжелой атлетике, ну, у них неплохие зарплаты, и в целом по стране, в России у спортсменов достаточно зарплата, то есть никто не жалуется. Как у тебя в этом плане? Да, Считаешь ну, ли я ты так тоже же? не могу сказать, что я прям пипец как жалуюсь, конечно. Всегда хочется больше, это в принципе везде, с деньгами, не деньгами там. Ну, если сравнивать просто с какими-то другими видами спорта, конечно, хочется больше. Чтобы с тем же, ну ладно, с футболом там с каким не будем сравнивать, но все равно. Бокс, фигурное катание. Бокс, с тем же, да, какими-то еще спортами. У нас, например, спорт еще не так популярный. Если бы у нас спорт хотя бы был бы популярный, чтобы еще где-то заработок с других, с тех же соцсетей можно было. Чуть вот этого не хватает. Так, в принципе, все равно жаловаться грех, наверное, будет. Как ты видишь развитие тяжелой атлетики? Вот чего не хватает нашему виду спорта, чтобы стать таким же популярным, как футбол, бокс? Ой, тяжелый вопрос. Я, кстати, всегда думаю об этом. Задавался много раз тоже этим вопросом. Вот, что бы я поменял, если была возможность. Не знаю, но мне кажется, что больше просто не хватает тех же федеральных каких-то каналов вот в этом плане развития. Чтобы там те же соревнования, те же даже не только чемпионат России показывали по Матч ТВ. Да. Тот же хотя бы кубок. Потому что, считай, тоже один из главных стартов, а его особо местная трансляция только и все. Те же какие-нибудь первенства России, чтобы тоже Ну, транслировали. именно больше по телевидению, да? Ну да и не то, что Для даже общего телевидение, что пользователя. тот же, не знаю, Матч ТВ, там у себя ВКонтакте хотя бы какие-нибудь посты выкладывал, кто выиграл чемпионат России по тяжелой атлетике. А там заходишь только про футбол, причем не только наш российский футбол, а в принципе там весь футбол. Больше, чтобы они, не знаю, старались именно вот какие-нибудь посты делать там с победителями чемпионата России. Ну хотя бы, не знаю, да, хотя бы результаты просто писать или там кто-то какие-то рекорды, если установил, выкладывали. Чтобы людей все равно, вот, чтобы люди узнавали, смотрели. У нас, в принципе, не прям уж у нас такой скучный вид спорта все равно. Ну да. Тоже Особенно, когда какие-то серьезные зарубы. В некоторых да. категориях это вообще захватывающе. Например, в той же 73-й категории мне нравится всегда там заруба. Гараев, Петров, да, и Серобян еще. Серобян. Конечно, да, это очень интересно. Согласен с тобой по этому поводу. Сейчас, ну, не знаю, насколько глобально, ну, мы стараемся как-то популяризировать тяжелую атлетику. Ну, вот я, например, начал вести YouTube-канал, вот, как минимум. В дальнейшем, там, планируем вот ездить также снимать, какие-то обзоры делать на различные соревнования различного уровня. Не только там чемпионаты, там, Кубок России, а также на игры БРИКС, на я Кубок понял. Дружбы, да, сейчас же будет еще Да. летом какой-то, вот. Тоже было бы интересно приехать, все это снять, показать это, все то самое закулисье, как говорится, показать, что такое вообще тяжелая атлетика изнутри. И чтобы люди понимали, что это не только вот эти 6 минут, которые ты выступаешь на помосте. Не то, что вышел, поднял, все. И все, да, А вообще что как подготовка. за этим колоссальная работа идет, и каждый спортсмен так или иначе в полном объеме отдается для того, чтобы достичь определенного результата. Потому что можно сказать, что там вот, да, Алексей Ловчев там самый сильный там на планете человек, вот был там в 2015 году, да, вот там рекорд мира установил. Но никто же не знает, какая за ним история. То есть это не, это не конечно. оглашалось. Все просто видят обложку, а на самом деле я уверен, что многим интересно посмотреть сам, как это вообще. Те же подготовки, неподготовки. Как и так. А узнать о нем побольше, не знаю. Я даже не знаю, давал он какие-то раскрытые интервью или что-нибудь такое. Ой, слушай, ну не хочу в эту тему, конечно, углубляться, но, по-моему, только после допингового скандала вроде бы у него были какие-то подобного рода интервью. Но на самом деле я бы также с ним бы тоже встретился обязательно и спросил бы у него вообще в целом, как живет один из сильнейших людей на планете. Нет, ну вот недавно он же давал с Кокляевым, они что-то снимали. Кому ему на кого, не ему, я не знаю. Честно, не смотрел. Я смотрел Кокляева с Клоковым, да, был у них там видео в Ютубе интересно, с Ловчевым не видел. Ну, возможно, да, надо будет восполнить знания, посмотреть.
Ну Клоков же раньше много чего снимал, потом что-то. Да, там да, бросил. вот как только Клоков перестал снимать различные видосы, как-то популяризировать штангу, вот эти те же самые рывкачи, да, это да, очень интересный проект, который, ну, как минимум, после Клокова, ну, такого сделать никто не может. Ни у кого нет ни бюджета, ни желания. Да, понятно. Ну, и да, те же тайские каникулы. Да, да, да. И медийной составляющей также нету. То есть, ну, например, я там, может быть, ну, с моей колокольни, я считаю себя там интересным персонажем, там что-то рассказываю интересное, но меня не будут смотреть как Клокова, потому что в данный момент у меня нету такой понятно, медийки. Клокова, в принципе, как Клокова мало кого будет смотреть. Все равно у него большая аудитория, причем не только из мира штанги, в принципе, изо всех видов спорта. Ну, и семинары он же постоянно, да, по всему миру ездит, дает. Так что те же иностранцы его любят, да и наши, и кроссфитеры. Причем он же сейчас в кроссфит вообще убился сильно. Ну, в общем, мы поняли, в какую сторону нужно двигаться для того, чтобы тяжелая атлетика набирала обороты. Как у тебя появились первые спонсоры? Ой, и, кстати, да, даже вспомнить, когда это было. Да, в каком 21 году, но это, наверное, когда семинары давал в Питере и мастер-классы какие-то, и все, там знакомишься с людьми, и все, тебя сводят так, как там, показывают в соцсети, там, плюс я же еще действующий спортсмен, слава богу, выступаю. И вот так и появляется, и все. По поводу, кстати, вот твоей медийной карьеры, так или иначе, все равно там, вот, опять же, повторюсь, до 50 лет мы поднимать все штангу не будем. Вот, так или иначе придется когда-то завязать. К сожалению, да. По-любому ты размышлял, что ты будешь делать после окончания карьеры, какие у тебя мысли, планы, может быть, также будешь там вести семинары, что-то в этом духе. Ой, я не знаю. Ну, смотря как карьера сложится, во-первых, как те же соцсети расти будут и, так сказать, узнаваемость, не знаю, посмотрим. Тренером, не знаю, хочу, не хочу работать, тяжело. Я пока в раздумьях, наверное, можно так сказать, чтобы не сказать одно, а получится по факту другое. Не знаю, посмотрим. В общем, пока что живем одним днем. Вот. Да. Сегодня проснулись, завтра, дай бог, тоже проснемся. Проснулись и улыбнулись. Ну да, там как будет. Я же не знаю, вдруг я сейчас пойду, там что-то На изменится. тебя кирпич упадет, ну, либо так. Но я надеюсь, что он не упадет. Или там тот самый хейтер к тебе приедет, Ну, да. скажет, тебя слишком много, и перо тебе под ребро. Вдруг мне там красивая девушка попадется, и я перееду с ней в Испанию жить, например. Так что я не знаю, посмотрим. Да. Какие перед собой самые максимальные цели ты ставишь в тяжелой атлетике? Вот если там, ну, ты же не просто так занимаешься, чтобы там, да, на России постоянно быть там в призах, там первое, там второе, третье место занимать. Ясно же, ты горишь чем-то большим. Вот. Какие перед собой ставишь цели? Какая перспектива? Ой, ну я прям не ставлю такие, знаешь, мощные цели, там, помимо, по типу Олимпийские игры выйти, выиграть, там, поучаствовать. Просто на каждый год какие-то цели ставлю, стараюсь их выполнять и все. Прям вот была как-то цель набрать 61 Россию, выиграть по молодежи. Вот выполнил. Сейчас, не знаю, ну сейчас чемпионат, наверное, буду ставить цель. Значит, выиграть чемпионат, поднять хороший результат. Мне даже, наверное, не выиграть, а сам больше хороший результат поднять. 25-55 будет вообще идеально, мне кажется, на данный момент. 25-55 это каким соревнованием? Ну, не знаю, вообще просто, в принципе, в ближайшее время какой-то поднять. Понятно, что там не через неделю, не через месяц, но и не через 3 года. Ну, через 3 года, если я не подниму, то можем завязывать уже, если честно. Это мы зафиксировали. Это мы, да. А таких прям, не знаю, масштабных нет целей. Ну, понятно, наверное, у всех спортсменов, мне кажется, единственная цель хотя бы поехать на Олимпиаду, выступить, поучаствовать. Ну, посмотрим. Ну, получится, не получится. Какой вообще у тебя стимул? Вот ты занимаешься тяжелой атлетикой, довольно тяжелый вид спорта, где колоссальные нагрузки просто на твою опорно-двигательную систему, на позвоночник, на в целом нервную Ну, систему. на весь организм, в принципе. Да, постоянно вот эти нагрузки, вот эти адреналины, ты справляешься с этим, какая-то агрессия выплескивается, где-то там кричишь, злишься. Там. Ну, Кирилл, мало кто знает, Кирилл вообще очень импульсивный парень. И если у него там где-то толчок 146, там 150, там что-то не поднимается, он любит покричать, покидать лямки. Не знаю, насколько это корректно говорить об этом. С Кириллом тренировался довольно долгое время. Не, из последнего я помню, что я когда не помню... Телефоны в зале разбивал. Не толкнул 130 и разбил свой телефон, я помню, кулаком. Да. Причем 130? причем я его починил, и на следующий день уже и разбил весь экран кулаком.
Вот это я точно помню на всю жизнь. Но сейчас я стараюсь более уже спокойно реагировать. Ну, все-таки Ни к опыт чему- же набирается, ну, да, так конечно. или иначе. Потому что ни к чему хорошему это не приводит явно. Там лишний раз только расстраиваешься, что-то выплескиваешься и так эмоционально сил много тратишь. А тут еще если из-за каждых пустяков так долго не проживешь. Ну да, это правильно. Так вот, занимаешься ты спортом, и чем тебя вообще заряжает именно подъем штанги? Вот у нас, кстати, здесь сидит пояс. Не знаю, насколько хорошо нас слышно, ребят, если что, извините. Вот я занимался спортом, я, конечно, тоже горел, хотел каких-то медалей, хотел там выступить тоже на международных соревнованиях, но пока что на данный момент, что мы имеем, что я поднимал там когда-то там 56-200 и был 2 раза вторым на России, но мысли были гораздо выше. Но в целом мне тяжелоатлетика приносила кайф тем, что я приходил в зал, и вот не прет, что-то идет не так, где-то там что-то болит, но ты берешь и поднимаешь вот этот большой вес, который для тебя действительно большой, и вот эти эмоции. То есть именно для меня тяжелая атлетика это в первую очередь эмоции. Даже сейчас вот я уже там 9 месяцев не тренируюсь абсолютно. То есть я за 9 месяцев штангу поднимал, блядь, раз. Ой, это мы залипаем. Ничего, бывает. За 9 месяцев я штангу поднимал действительно раз 5. Вот. И то там не больше 150 килограммов. Ну, я прихожу и делаю это для того, чтобы получить вот этот импакт, вот эту эмоцию получить. Как у тебя в этом плане? Ну, я тоже тренируюсь не ради каких-то там зарплат, не знаю, что-то. Да, просто нравится, но да, те же эмоции, все равно. Как бы я понимаю, я иногда в зал неделю не походишь и уже скучаешь, так что... Наверное, эмоции, да, вот это что вызывает. Хоть и спорт такой трудный, но, в принципе, весь, наверное, спорт трудный. Ну да. Ну, кроме хобби-хорсинга, конечно. Ну да, нет, ну понятно, там шахматы, да и те же шахматы трудные тоже. Ну, конечно, Думать это надо. все-таки больше мозговая нагрузка. Как подруга у меня сказала, штанга это не керлинг, там думать не надо. Но... Ну, это тоже не факт. Да нет, это не так. это не факт, она просто глупая, и все. Передай ей привет. А пусть она останется в тайне. Все. Так что везде думать надо, и везде, и в тех же шахматах, и штанге трудно, да и везде. Так что эмоции, наверное, за счет эмоций не хочешь бросать в спорт, потому что все равно, даже если у тебя не получается, это все равно же какие-то эмоции, пусть даже негативные, потом после негатива идет какие-то радостные эмоции. И вот постоянно эти качели, мне кажется, за счет этого и держишься в спорте. Ну, так или иначе, ты приобретаешь для себя опыт, закаляешь свой характер, приобретаешь внутри себя стержень. То есть вот даже сейчас, вот если взять меня, ну, не знаю, там, насколько это актуально сейчас об этом говорить, но так или иначе, тяжелая атлетика лично для меня принесла в мою жизнь, ну, определенный вот этот характер, который так или иначе я в других сферах себя проявляю, стараюсь дойти до какого-то максимума, выжить Так, из себя. Ну да, это в принципе весь спорт, наверное, какой-то характер воспитывает, конечно, обязательно. Поэтому и говорят, что спортсмены зачастую в жизни добиваются каких-то хороших успехов, потому что после спорта все равно же остается вот эта цель добиться, выполнить, сделать, как бы тяжело или трудно не было. Часто пропадаешь на сборах, почти большую часть времени в году ты находишься в каких-то различных городах, тренируешься. Как у тебя отношения с семьей, как они к этому относятся? Скучают ли они? Ну, естественно, что скучают. Ну, понятно, да, тут... Но как вообще, типа, вот они к этому относятся, что сына они просто не видят уже годами, действительно? То я не знаю, мне кажется, они уже привыкли, потому что когда переехал в 19 году в Питере, и все, вот уже с того момента было понятно, что редко буду домой приезжать. Ну, кстати, Питер, забавная ситуация. Вот, не знаю, наверное, многие наши зрители, да и в целом вообще мало кто из штангистов знают, что самый Кирилл Рябых, который выступает за Санкт-Петербург, можно же, да, наверное, отдать какую-то часть долга, что благодаря мне ты попал в Питер. Можно, конечно. Так вышло, что с 2018 года я сам выступал за Санкт-Петербург. Приехал в училище Олимпийского резерва номер 2 в Питере. Люблю, скучаю. Ребят, да. И так вышло, что Кирилл на тот момент выступал за Воронеж. Ты тренировался у Дмитрия Чернышова. Чернышова, да. Ну, Да. тренера, получается, Светлана Ершова. Тренер Светланы Ершовой, да. Ты тренировался,
И в какой-то момент я даже так сам и не понял, что тебя сподвигло. Ты просто захотел сменить как-то обстановку, не знаю, что. Я сам даже, честно, не знаю. Ну, так, видно, надо было, такой этап в жизни был. Ну, в принципе, наверное, если вернуться назад, я вообще не жалею, если честно. Ну, значит, поступил правильно, раз сейчас да. ты здесь, вот в этом месте. Так, очень забавная ситуация была. Просто я пришел на тренировку, как обычно. Что-то я там поднимал. Кирилл еще на тот момент был просто кандидат мастера спорта. Толчок там 100, 105, 110. Это край. 110 толчок. Это 85, 110 это, да. Да. Это был космос вообще, да. И просто... А Кирилл уже знал, что я уехал. Я тренируюсь в Питере. И он говорит, а как ты поступил в Питер? Я говорю, да вот там написал человечку там мой тренер Свидин Сергей Николаевич, также большой привет, скучаем по вам. Вот. Я говорю, написал и просто прошел медкомиссию, и по моим результатам определили, что в целом я годен для поступления в училище. Кирилл просто мне ничего не... Он услышал эту информацию, мне ничего не сказал по этому поводу. Потом я говорю, Кирилл, ты где? Он говорит, да я в Питере. Ну, а что, я уже сразу понимал, что либо сейчас, либо никогда. Так что не было времени думать, надо было все менять сразу резко, и все. Вот так и получилось. Да. Кстати, по поводу того, что резко менять и действовать. Вот сейчас лично я нахожусь на таком этапе в жизни, что уже просто некогда думать, некогда ждать, некогда какого-то подходящего момента искать, что-то откладывать на какой-то будущий день. Просто нужно брать дело здесь и сейчас. Даже пускай это в ущерб каким-то другим делам, в ущерб каким-то финансам, там, бюджету собственному, каким-то жертвуешь какими-то отношениями, там, временем. Но делаешь то, что ты хочешь. Как ты к этому относишься? Вот интересно порассуждать. Сейчас есть ли у тебя какие-то такие желания, которые вот я хочу и я делаю, там, например? Блин, ну сейчас так нету прям таких желаний, потому что, находясь на сборах, все равно тяжело о чем-то другом думать, потому что тут больше думаешь, как тебе хорошо потренироваться, не травмироваться, там те же какие-то мелкие свои задачи выполнить, там вес набрать, рвать научиться, например, без ямок. Так что я сейчас стараюсь об этом пока не думать больше, и чтобы именно на соревнования, чтобы результат был, стабильно выступать, собирать все подходы, там, дай бог, выигрывать соперников своих и Ну, все. кстати, да, за последние вот 2,5-3 года ты прям очень стабильно стал выступать. Вот до этого, я помню, ты больше психосоматика твоя, опять же, ты очень, импульсивный спортсмен. Часто любишь покричать, там, покуражиться, эмоции какие-то выплеснуть свои. Соревнования как бы для этого и существуют, чтобы отдать всего себя, показать максимум. Но раньше как-то это как будто тебе мешало. А сейчас наоборот, это тебя дополняет, и ты стал стабильнее выступать больше на 5-6 подходов. Мне кажется, я просто больше научился, не знаю, вот этот адреналин в себе как-то не в страх его, а наоборот в кураж какой-то переводить, и все. Из-за этого, мне кажется, и где-то выступления получше стали. Особенно в рывке. Я раньше всегда боялся, думал, дай бог хотя бы 2 подхода порвать и все, или один хотя бы. Сейчас не знаю, сейчас наоборот в рывке почти все старты по 3, а в толчке там 1-2. Вот надо сейчас надо поменять так, чтобы хотя бы 5-6 подходов было и все. Да. Так или иначе, все равно, вот, помним, Кубок России прошлого года, 23-й же год, ты там занял бронзу. Это было в Грозном вроде бы, да? Или это 22-й я не помню, год? это 22-й, наверное. Я в Орлене выступал на Кубке России, я вот не помню, какой это год. Подожди, Орел был 22-й год, 23-й год Кубок был в Грозном, да. Ты толкнул 45 тогда как раз таки? в Грозном, да. Да, в Грозном. Я не помню, 23-й, И ты, да. по-моему, там как раз таки собрал 6 подходов, вот очень бурно это Да, но у меня тогда и такая ситуация была, что если бы я не собрал эти 6 подходов, я бы никак там в призовую тройку не влез. В общем, твои эмоции, твой адреналин ты направляешь в это русло, в кураж, и он тебя заводит и подстегивает. Главное просто сильно никто же и не перекуражится, потому что в том же рывке, мне кажется, сильный кураж иногда и мешает. Может перелететь там. Да. Но надо всегда думать с головой, что ты делаешь. Одного куража тоже мало. Как у тебя в личной жизни, есть ли у тебя какие-то отношения в этом плане, там, с девушками, общаешься, встречаешься, понимаешь, что общаешься. Есть ли у тебя спутница по жизни, там, какой-то человек, там, больше, чем просто девушка, там, мысли о будущем, там, строишь семью, планы? Тяжелый вопрос. Я думаю, конечно, о будущем, с кем я что буду дальше, но пока такого человека нету, чтобы прям вот все
я готов ради нее жить, там что-то менять в своей жизни, такого нет. Общаюсь, да много с кем общаюсь. Моя молодость. Ну, молодое дело, она такое, да. Да. Это не потому, что я бабник. Я просто люблю общаться, и все. Кирилл не бабник. Кирилл не бабник. Он просто любвеобильный. Не, я просто, люблю приятное время проводить, там прогуляться, почему бы нет. Сейчас снимем тренировку вот этих молодых людей. Саня стороной обходит. Ну что, друзья, закончилась тренировка. Кирилл отпахал вечернюю. Мы вновь сменили локацию. Сейчас сидим в холле прекрасного отеля «Парус» в городе Сочи. Как прошла тренировка? Да, нормально. Что, первый день в Сочи. Не спеша, потихонечку вкатываемся снова. Размялись сегодня и все. Видел, сегодня толкал пару подходов 140. Там видео обязательно вставим. Как в целом самочувствие? Ну, довольно неплохо, легко, даже можно сказать, толкнул первый подход, особенно 140. Да, нормально самочувствие, в принципе, даже к удивлению, я думал, что будет что-нибудь тяжелей. В принципе, нормально. Вот вроде уже 140 стабильно толкаем. Дай бог, новые веса какие-то уже будут на этом сборе. Расскажи, как прошла твоя прошлая подготовка вот в Кисловодске? Я слышал, ты говоришь, там рвал ты 123, там рекорд, говоришь, с помоста порвал, там что-то 115 в замок рвал, да? Как толчок? Толчок? Пару раз толкал 140. И один раз, два раза даже 145 толкал. 150 подходил, но, к сожалению, пока неудачно было. Да, нормально, в принципе, я так скажу. Неплохую форму набрал, учитывая того, что я после Крыма отдыхал, неделю не тренировался. Быстро вкатился опять в свою хорошую форму. Расскажи, как тебе в целом Кисловодск? Ты там, по-моему, первый раз был, да? Или ошибаюсь? Второй раз. Второй раз, да? Какие развлечения, как тебе город? Ездил ли куда-нибудь на экскурсию? Мы, конечно, ездили в город на выходные гулять, когда нас отпускали. Да, город, ничего особенного, маленький городок и все. А сама база, мне там нравится очень. Мне всегда почему-то там тренировки более-менее так легко даются. Да, может быть, это из-за того, что она где-то наверху там. Не знаю, кому-то говорят, наоборот, тяжело, потому что на вершине типа кислорода мало. Мне что там, что тут, в принципе, разницы вообще никакой нет. Мне зал там очень нравится, потому что там и блины все новые, и штанги все новые. И в целом оборудование, да, все. Да, там вот в этом плане там хорошо. Кормят только, наверное, чуть похуже, чем тут. В целом, в принципе, все здесь, есть. я знаю, в Сочи шведский стол у вас, да? Да, везде, наоборот, же шведский стол. Как питаешься сейчас? Я знаю, что тренеры и меня, и тебя часто заставляют усиленно питаться, там много кушать. Стараешься ли ты набирать как-то вес в период подготовки или придерживаешь там? Нет, я всегда стараюсь набирать, но, к сожалению, не все так легко он дается. Сколько я 61 900 где-то вешу. Килограмм 63 бы набрать будет хорошо, в принципе, и с этим весом, чтобы хотя бы чуть поработать, обработать его. А то я перестаю тренироваться и, естественно, есть перестаешь тоже в таких количествах. И сразу скидываешь там 59-60 где-то я вешу на отдыхе. Я так понимаю, проблем со сбросом веса перед сравнением у тебя вообще никогда не бывает? Нет, вообще вот с перехватом 61 еще, наверное, может, максимум там один раз, когда ты придерживал, и все, и то там ничего такого критичного не было. Вот
ты же знаешь наверняка, да, что во многих других видах спорта, там бокс, единоборство, там ММА, многие спортсмены там скидывают по 10, по 11 килограммов. И также вот в комментариях вопрос тебе задавали, планируешь ли ты вообще переходить в другую категорию, там набирать больший вес, или пока что у тебя даже и физически нету возможности, и желания нету, да? Да нет, желание, наверное, есть, но просто смысла в этом пока что нету. В 67 набирать это не олимпийская категория. Она мне ничего не даст, ни соревнования, никуда не поехать. А в 73, в 73 пока что вообще физически нереально туда набрать. Ну и плюс там тоже конкуренция, хорошая. Ну и, конечно, конкуренции нет смысла бояться. Для этого мы и тренируемся, чтобы результаты прибавлять. Но пока что я больше 63 ни разу в жизни не набирал. Так что тут даже, наверное, смысла нет об этом говорить. Ну да. В общем, будешь пока что в этой категории, да? Да, тем более я считаю, что я еще не все, наверное, здесь показал. Не все, Ну, конечно, да. Давай. Держать. Вставай. Еще можно точно, те же под 55 точно надо толкать. Тем более я на грудь 53 уже много раз брал. Вот надо уже толкать это на соревнованиях. Тогда уже можно будет думать о переходе. А отдельно на грудь, да, берешь, вот ты говоришь, 53 брал? Ну, это было давно, сейчас я уж так не делал. Пару раз что-то и толкать я что-то, у меня плечо болело, я не толкал тогда и просто на грудь брал. Да, я вот два подхода, что ли, 52 брал или 53, я уже, честно, даже не вспомню. Я понял. Как тебе вообще в целом режим тренировочный? Вот Слава Яркин говорит, что он тренируется по такому режиму, то есть там понедельник, среда, пятница 2 тренировки, вторник, четверг, суббота по 1, нет, четверг отдых, правильно, да. Как ты привык к этому вообще режиму? Не тяжело там, не устаешь? Да, я не знаю. Да нет, конечно, я дома так не тренируюсь. Просто надо стараться раньше ложиться спать, и тогда все нормально будет. Конечно, иногда тяжело с утра просыпаться, неохота на зарядку идти. Так, в целом, ничего, справляемся. Деваться некуда. Ты же не скажешь, сделайте под меня режим. Ничего, нормально. Я уж привык. Первый сбор тяжело был, конечно, после дома, когда дома там просыпаешься в 12, в час идешь на тренировку с сонным таким, разомнешься, и все, а тут приходится пахать. Ну да. Все-таки спортсмен сборной России. Ладно, отойдем немного от спорта. Чем увлекаешься? Какие у тебя по жизни твои увлечения, хобби, какие-нибудь любимые занятия? Чем занимаешься? Да, ничем, наверное. Ну так что, там фильмы смотрю, сериалы все. Так, футбол смотрю вот до сих пор. Уже, конечно, не занимаюсь, но просто смотрю, там слежу за футболистами, наверное, даже больше, чем за штангой. Всё, а так, как у всех, там, после тренировки в Инстаграме, там, ВКонтакте под видосики эти шорты позалипать и все. Я понял. В общем, молодежное движение. Смотрел также в твоем Инстаграме, ну, наверное, многие видели, ходишь на руках ты. Я тут, ну, с тобой-то я давно знаком. Для наших зрителей больше. Вот довольно часто я вижу, практикуешь и на сборах, и дома на тренировках, и в Питере мы с тобой были. Постоянно ходишь на руках. Это какое-то что-то такое. Не, да это просто, чтобы не забывать, что зря учился, что ли. Так, и все. И просто для красивого видео. В Инстаграм это чисто для красивого видео было, и все. Это ничего такого. Я понял. По поводу, опять же, вернемся немного к теме тренировочной. Были ли у тебя какие-нибудь депрессивные моменты, когда ты просто руки опускались, там что-то, штанга не идет, не летит, рекордов долгое время нету, не хотелось тренироваться, что-то в духе? Узнаешь себя или такого не было? Что-то? Да нет, ну, мне кажется, это такое у каждого есть, когда наступают такие моменты тяжелые, когда устаешь и морально, и физически. Ну, чтобы так руки, чтобы отпускались, да вроде не было такого. Че, стирала там в один день поплатишь, грубо говоря, и все. И потом на следующий день все равно идешь в зал. Хочешь ты, не хочешь, надо пахать. Уже стиль жизни такой. Ну да, конечно, да. Там уже, ну как это просто, тут это нормально, что бывают такие моменты в жизни, когда не прет. Тут надо просто работать, перетерпеть. Не можешь ты там 120 сорвать. Работай на 110 и будешь работать, я думаю, и порешь и 20, и больше. Не все же, если бы так все легко в жизни давалось, да.
Ну, опять же, видишь, это у тебя так довольно легко получается, там, у меня, там, да, мы опытные спортсмены, там, десятилетиями уже тренируемся. А что посоветуешь молодым людям, которые вот только недавно пришли в спорт, и у них первые там какие-то проблемы, что-то не получается, там штанга падает, как им не сдаваться? Фу, верить, работать, верить и все, и ждать просто момент, когда все будет нормально. Потому что у меня тоже же не сразу все, я же не пришел и сразу не стал поднимать что-то. Не сразу там какие-то, первые 3 года я там на городе вообще последние места занимал. Ну, просто не думаешь, работаешь и ждешь этот момент, когда начнешь обыгрывать потихоньку и все. Я же тоже не сразу чемпионат России выиграл. Сначала был 3-м. Нет, сначала вообще я 20-м был. Потом на следующем чемпионате 3-м стал. Потом 1-м. Ну, я говорю, просто, наверное, надо не отпускать руки и верить, что в один момент все получится. А если не будешь верить и будешь опускать руки, тогда и ничего не выйдет у тебя. Ну да. Ну, в общем, опять же, дисциплина просто и постоянное продолжение вот это делать. Делать, менять что-то, пытаться, если что-то не получается, подумай, поразмышляй, поменять, где что ты делаешь не так. Вот ты сказал хорошую фразу, что ты был там в каком-то году 20-м, а потом на следующий год 3-м. С чем свяжешь такой большой скачок, такой прогресс? Ну, я был 3-м первый раз это на чемпионат России. Я тогда поехал в 2020 году, после карантина было. Ну, тогда я вообще еще молодой был, неопытный, плюс особо тоже в этот карантин особо не тренировались, ничего. А в 21-м, я уже после того года, когда в 20-м стал, конечно, мне было обидно 20-е место занимать. Я там порвал 90, столкнул 100. И все, сделал выводы, понял, что надо постараться поработать год хорошо. И тогда, в принципе, я посмотрел, результаты там-то не такие высокие были. Понимал, что в первую тройку надо попадать, и все. Да я там даже не 3-м, 2-м я стал. 1-м в рывке и 2-м в этом сумме. Даже так. Интересно. По поводу твоих соперников. Вот сейчас у тебя сильные довольно атлеты, там Илкан Глазава и Олег Мусохранов. Мы сегодня их уже упоминали. Сегодня видел тренировки и этих ребят, и твои. Есть ли вообще переживания по этому поводу, когда выступаешь с ними на одном помосте, что, мол, типа, я там могу проиграть или что-то, или ты вообще эти мысли отгоняешь от себя? Да не, я об этом не думаю, что проиграть или что-то. Я просто, стараешься более на себе, типа, свои задачи и результаты поднять, и все. Если там поднимешь свои результаты, 5-6 подходов, я думаю, так и так там будет шанс зарубиться с ними или попасть в призы. А так, если просто настраиваться на соперника, то, скорее всего, и у тебя ничего не выйдет просто. И штанга лететь не будет. Ну да, конечно, ты просто будешь себя морально больше съедать, и все. Как у тебя отношения на сборах с ребятами? Есть ли у тебя какие-то прям близкие здесь товарищи, друзья, с которыми часто время проводишь? Да, в принципе, я со всеми хорошо общаюсь. Со всеми одинаково. Будь это соперник, не соперник, тренер с соперником. Со всеми только с уважением и все. Все равно какая разница? В жизни все это помост. На помосте мы соперники, а в жизни друзья. Смысл от того, что ты не будешь с ним здороваться или что-то про него плохо говорить, ты сам больше не будешь поднимать. Так что на твой результат никак это, ты и на его тоже. Лишний раз только входить в негативе, но плюсы никакие не будут ни тебе, ни ему, ни тренировкам. Слушай, на самом деле, да, вот я с тобой общаюсь. Если вспомнить там того же Кирилла Рябых, там 3-4-летней давности, вырос ты довольно с того момента, более рассудительный стал. Приятно наблюдать за твоим ростом. Это я говорю со своего взгляда. Спасибо. Действительно тебе приятно общаться. Есть ли у тебя человек, на которого ты равняешься, какой-нибудь твой кумир, вот кого с детства ты смотришь, вот я хочу быть как он, хочу там стремиться к тем же результатам? Сейчас так прям такого нету, конечно, но раньше, когда вот штангой только занимался, мне Илья Ильин очень сильно нравился. Наверное, вот я и с ним первый чемпионат мира посмотрел, по штанге именно, трансляцию. И первый, кто, наверное, из штангистов, я кого узнал. Плюс я в итоге хотел с ним пообщаться, и мы с ним общались как-то тоже. Поэтому, наверное, мне нравится, как он поднимал, как он шоу делал все-таки. И все. А так, если из жизни, не знаю, какие-нибудь Месси, наверное, какой-нибудь футболист. Месси. В общем, футбол все равно где-то в сердце у тебя остался, да, прям хочется. Конечно.
Да не то, что в сердце, но все равно просто человек из такой семьи, с такими проблемами выбрался, стал звездой такого уровня. Это не может не мотивировать, наверное. Да, конечно. В общем, мы тебе желаем такого же роста, чтобы ты... Наверное, ты уже, для кого-то являешься кумиром, там, для маленьких ребятишек, которые там смотрят тебя в Инстаграме. Возможно, да. Но мне кто-то пишет, конечно, мне приятно, там, когда говорят, вот мы на тебя равняемся, смотрим, нравятся твои подъемы. Это понятно, что это очень приятно и дай бог, чтобы они еще переплюнули меня, чтобы я потом смотрел и думал, вот какие ребята, почему я таким не был в их возрасте. Какие соревнования для тебя были самыми запоминающимися? Вот, например, я в своей жизни могу отметить таких вот 2 старта. Это вот первый раз, когда я поднял мастера спорта в 2018 году, и когда я первый раз толкнул 200. Вот. Это, наверное, 2 таких старта, которые прям я всегда буду помнить, эти моменты, эти эмоции. Были ли у тебя такие соревнования? Прям такие, из, наверное, позитивных это... Не знаю, наверное, когда первый раз чемпионат России выиграл вот в Хабаровске, потому что я тогда уже с 61 в 55 худел, и было прям тяжело. Я там и в бане за пару часов до выступления сидел, и я прям настроил, что надо выиграть. Наверное, вот это по эмоциям прям таким позитивным. А самые, наверное, такие более-менее, наверное, негативные, наверное, последний чемпионат в этом в Уренгое, когда я 3-м стал на килограмм, от 2-го места проиграл. Потому что я там в Рузе в хорошей форме был, и в итоге в Рузе за пару дней искупался и заболел. И там очень уже так фигово мне было уже доготавливаться. Я помню, с температурой 38-39 приходилось это рывок, толчок делать. Я думал, можно либо я умру уже, либо я выступлю. Вот, наверное, эти соревнования мне кажется, теперь на всю мою жизнь запомнятся тем, что когда ты на подготовке, не купайся, без носков в тапках не ходи. И вообще старайся лучше одеваться теплее. Опять же, да, это, видишь, это опыт, который ты приобретаешь в процессе становления с годами. Конечно, да. А это просто думаешь такой, когда не случалось ничего такого, ты думаешь, да молодой, все прокатит, не заболею. А потом, когда заболеваешь или там вот этот момент приходит, понимаешь, что вот дурак. Так потихоньку, в принципе, учишься, опыта набираешься. Да. Насколько я тебя довольно хорошо близко знаю и знаю твое отношение с тренерами и как тренеры относятся к тебе. И они не говорят, что ты прям такой панька, что ты такой прям весь идеальный атлет. Какие минусы твои главные, вот как спортсмена, можешь отнести? Например, что бы вот ты бы убрал у себя такого, чтобы тебя действительно продвинуло бы вперед? Есть ли какие-то такие моменты? Есть, конечно. Мы же все равно не все идеальные люди, даже спортсмены. Это да, у меня много, да. Я на самом деле из себя не считаю прям таким идеальным человеком. Да много что можно убрать в плане того же режима сна, не знаю, те же витамины пить, потому что я там витамины могу 3 дня попить и потом на год не пить ничего, вообще фиг забивать. Там, не знаю, те же там, на тренировках у меня в плане такого нет. Я там нигде не халявлю, ничего, да, наоборот, даже переполнен. Но все равно в том плане, что иногда могу там загулять, а мне на утро идти на тренировку. Пойти там куда-нибудь в клуб танцевать, да? Потусоваться, да, грубо говоря, так. Потанцевать. Где-то с девочками там поразвлекаться, а потом утром вообще на тренировку не еле встать. А если встану, то приду, там гриф подниму и говорю, не человеку. Вот эти, наверное, моменты поменять, более стать таким, повзрослеть, что ли, и более ответственным, наверное. Тогда, может быть, и будет какой-то прогресс. Точно не может быть, а я думаю, точно будет. Потому что все равно, если следить за режимом, лишний раз где-то в чем-то себе отказать, тогда и будет результат. У меня просто проблема в том, что, наверное, в каких-то моментах соблазн побеждает. Это как на левом плече ангел, на правом дьявол. Да. Я выбираю сторону другую, чем ангел. Иду там. Да. Дьявол, да. Слушай, а с другой стороны, а когда жить? Вот все-таки действительно большую часть времени проводишь в зале, там живешь на сборах, грубо говоря, там круглогодично, хотя бы иногда нужно отдыхать, а то так или иначе, я как бы не советую никому, там ничего не говорю, да, но как бы все равно отдыхать иногда нужно, мы все люди, мы не роботы, а то так будет, тебе 30 лет,
там ты, ну, дай бог, добьешься, А ты ничего, конечно. да? Дай бог добьешься, дай бог поднимешь, станешь там чемпионом, там, и многократным Европы, мира, дай бог. Вот, но, а вдруг не случится, и ты просто ну скажешь, да, блин, это вот понятно. было мне 20, 22, я ж вообще не гулял, ничего не делал. Тоже как бы, ну, не очень правильно. Не, но С я одной просто стороны. и сам по себе я не люблю прям, чтобы именно вот все зациклился. Может быть, это ошибки, не ошибки, не знаю. Ну, я вроде стараюсь как-то, чтобы и нога и отдыхать, потому что надо все равно. Потому что тоже ты же устаешь от одно и то же делать, чтобы и перегорания у тебя, во-первых, не было, потому что и так иногда тяжело, когда сам тренируешься, тебе еще там пишут, советы какие-то просят, плюс еще видео выкладываешь, всё, постоянно вот это на показухе так быть, там те же даже хейтеры пишут, не хейтеры, но все равно чуть устаешь от штанги вот это постоянно, поэтому надо иногда как-то переключаться. Понятно, что не надо там, так сказать, пить и вообще пропадать там месяцами, не выходить в зал. Так пару дней погулял там вечером в парк, не знаю, сходил с девочкой и все. Насколько я знаю, ты являешься 8-кратным рекордсменом России. Правильно же? Не ошибаюсь? Ну, вроде, да, 8 раз. Вроде Но у меня да. только вроде 2 действующих рекорда осталось в 55-й категории. Я просто даже честно за этим не слежу. Как бы. Ну, слушай, как по мне, это большое достижение, потому что я, ну, не какой-то там супер топовый спортсмен, но в моей жизни был один раз период, когда я близок был к рекорду России. Там рекорд России, его, кстати, в общем, 193 рекорд России был, я толкнул 192. И прям следующим подходом Данил Вагайцев, Даня, привет, толкнул 205 вроде бы или 210. Он просто там заглянул к нам в категорию в супертяжи, просто выступить и побил твой рекорд сразу там на несколько килограмм вперед. А на тот момент, ну, если бы я рекорд там действительно поставил, я был бы счастлив. Действительно, для меня это было большое достижение. Какие эмоции ты испытывал в это время? И каково это вообще, ну, знать, что ты рекордсмен России? Россия, на минуту, самая большая страна да, это в понятно. мире, на планете. А я вот когда, я в 21 году, кажется, на первенстве России в Грозном тогда, тогда установил сразу 4 рекорда. И тогда, да я не знаю, мне надо было просто выиграть первенство России, потому что я до этого ни разу не выигрывал. Я чемпионат выиграл тогда. Я думаю, ё-моё, выиграл чемпионат, а первенство что, я не смогу выиграть. Я тогда больше на победу. Вот мне больше радостно было, что я выиграл. Тем более тогда легкая победа была. Я помню, что первым подходом в рывке уже выиграл, а в толчке вообще первые 2 подхода в ПП взял. Потом, я помню, я 120 что-то толкнул. Ну и думаю, ладно, уже все равно выиграл. Мы подошли на рекорд тогда. И я в толчке, в рывке и в сумме установил. Ну, Нет, я тогда установил 2 рекорда в толчке и 2 в сумме. Это было по юниорам тогда еще у меня и по молодежи. А в рывке я тогда пошел 3-й подход и не удержал. Да, я вспомнил. Я потом его на чемпионате, этот рекорд в рывке установил в этом, в Хабаровске. Как раз 55-й я выиграл. Да, вот да. он единственный, кажется, вот этот рекорд и остался. Он и в сумме еще какой-то, и все. Следишь за спортсменом в той весовой категории, где ты сейчас не тренируешься, там, переживаешь ли за этот рекорд или вообще как-то уже... Да, не, я честно, я уже думал, его даже побили уже. Мне кто-то просто сказал, что этот стоит до сих пор и все. Да не, я в принципе редко, когда прям слежу за кем-то, и все равно, я же говорю, лучше как бы зациклиться на себе, на тренировках, на своих результатах. Так, могу, конечно, посмотреть там иногда, кто выступает. Какие-то ребята из других категорий, там, в своей категории. Но больше, конечно, там какие-нибудь европейские результаты мира, даже взрослого, хоть там и китайцы, которые много поднимают. Все равно смотришь, и все. Больше на такой уровень. Что родители тебе говорят по поводу, ну ты же по-любому там звонишь, говоришь, типа, там, мам, пап, я там снова выиграл, или там, я там стал вторым в России, что-то в этом духе, там, я установил новый рекорд. Как они реагируют, там, гордятся? Ну, по-любому, что гордятся. Ну да, это понятно, что горятся. Да ничего такого, мне кажется, у меня родители особо не смотрят, как бы, этот выступление спорт, но я просто и сам не люблю им что-то. Я обычно им говорю это, выступаю завтра, а на самом деле сегодня выступаю. Что вы этот... Ну, я обычно просто говорю, не знаю, ну, стану там какие-нибудь, дай бог, и все. И все равно я понимаю, что даже первый встану, все равно говорю, не знаю. Всё. Я понял. Так что, да нет, ну, поздравляю, конечно, они счастливы, все там. Это... Ну, ничего такого. Слушай, ну да, интересно.
Вопрос от подписчика нашего канала и также по совместительству наш хороший друг и коллега Александр Краснов. Привет, Саша. Вот. Задаю тебе вопрос. Вот если бы ты сейчас встретил себя, 10-летнего, что бы ты ему сказал? О, хороший вопрос. Да, не знаю, мне кажется. Да ничего не сказал мне, в принципе, пока вроде нечего сказать. Я наоборот, вроде с каждым годом все взрослею, где-то умнею. Мне кажется. Ну ты бы точно сказал себе, покупай биткоин. Ну, да, только если это и все. А в таком плане, да ничего не сказал, наверное. В принципе, я в детстве ничего не был каким-то плохим ребенком, там, не знаю, сыном или что-то такое. В карьере тоже, наверное, не знаю. Даже, ну, что тут можно сказать, еще больше тренироваться, так, если надо было больше тренироваться, может быть. Но тут ты уже тоже не угадаешь. Может быть, я тогда в детстве больше тренировался, да, потом как брат мой или как некоторые мои соперники, которые уже позавязывали. Ну и там из-за травм, например, да, или да. что-то в этом духе. Тут не знаю, не угадаешь. Тяжелый вопрос. Не, может быть, сказал, что учиться надо, и все. И меньше гулять с девочками, наверное, тратить время вот на них, и все. Гулять с девочками, да, ты любишь, короче. Это, наверное, и все. Более стараться зацикливаться на себе в каких-то планах где-то. Не идти на соблазны какие-то. Не слушать своего дьявола на плече. Ну да. А так, да ничего не сказал бы. Я понял. Вот ты сказал учиться. Где сейчас учишься? Планируешь ли ты дальше куда-то поступать? Да, но я сейчас нигде не учусь, я только вот недавно училище закончил, техникум. Потом у меня сейчас армия. Ну, после армии в институт, да, конечно, пойду в какой-нибудь физкультурный, наверное. Ну, как и все, в принципе, у нас все спортсмены. А не думал сменить как-то вектор направленности, не по спортивной специальности пойти? Или все-таки ты больше видишь себя тренером в дальнейшем? Да нет, я как раз-то и думал куда-нибудь там, не знаю, что-то интересное, какую-нибудь журналистику, что-нибудь такое податься. Но просто это, чтобы куда-то податься, это надо тогда и туда переходить и учиться. Потому что я просто не хочу идти туда и не учиться. А со спортом, ну, сейчас на сборах вот это, ну, тяжело будет сидеть, заниматься этим прям углубленно так. А так я не вижу просто смысла, что отучусь, я получу диплом и ничего знать не буду. Я вот не понимаю. Может быть, потом вот сейчас физкультурный скажу, отучусь там, уже когда будет, ну, где-то что-то, время какое-то, не так по сборам где-то часто ездить. В принципе, я хоть и не так часто ездил, но все равно, где более-менее, хотя бы тренировки чуть-чуть сместятся там, может быть, куда-нибудь пойду еще учиться. Смотрим, как желание будет. Я понял. Ну, а вообще в будущем, где бы ты хотел находиться? Жить в Воронеже или в Питер хотел бы перебраться? Да и не, я, наверное, в Питере останусь. Что, я уж там 5 лет, смысл куда-то переезжать. Мне тем более город-то нравится. Все нравится, там люди нравятся. Тем более у меня там друзей уже долго, связи каких-то, тех же залах, там, если даже все фигово в жизни пойдет, тренером куда-нибудь в любой фитнес-клуб точно меня возьмут. Да. Так что... По поводу Питера, ну, получается, ты же там будешь как-то квартиру покупать или что-то в этом духе? Ну да, наверное. Не знаю, я об этом, честно, не думал. Ну как, наверное, половина населения России ипотека спасет наш мир. Ипотека. К сожалению. Не, ну просто вот я сейчас вспоминаю, у меня есть друзья, подруги, штангисты. Они, как-то у них так хорошо вышло, как-то они так грамотно распределили свой бюджет, свой доход, который приходил им от спорта. Некоторые из моих вот именно конкретно подруг, потому что, как правило, женщины в этом плане, они более хитрые, более продуманные. Ну вот. да, в этом. Они поумнее, чем Да, мужчины. ну, в этом плане, да, с деньгами Ну, им просто обращаются. тратиться не надо, конечно, чтоб позвал какого-нибудь мальчика гулять. Он за тебя везде заплатил, и все. Свои деньги не тратишь. Ну, блин, хороший вопрос. Я бы на эту тему порассуждал бы, конечно, да. Ну, да ладно. В общем, я говорю, некоторые мои друзья, подруги,
за свою спортивную карьеру смогли отложить такую сумму денег, что купили одну, а то и даже несколько квартир с зарплаты, которую им платит именно государство за спортивные победы. Как у тебя в этом плане? Откладываешь ли ты на что-то? И есть ли в планах, квартиру покупать в Питере, что-то в этом духе? Да, понятно, что есть план, но просто тут надо еще понимать, смотря в каком городе. В Питере не так легко квартиру купить. Ну да, С там от 7 нынешними ценами. миллионов. Это не где-то там в Воронеж где-то. Ты попробуй в Питере купить там, хотя бы даже на окраине Питера там цены большие. Так понятно, что да, что-то, конечно, надо откладывать, стараться, пока что-то приходит, пока есть возможность такая. Ладно, подумай. Ну, дай бог, чтобы все было просто в жизни хорошо и все. У меня, в принципе, есть в Воронеже квартира, если еще продам, добавлю и куплю в Питере. Да, как Придется вариант. так поменять и все. Либо найти себе богатую девушку. И уехать в Испанию, как ты говорил. Да. Либо найду богатую испанку и перееду. Не, на это я на самом деле шучу. Нет, да, много вариантов. Ну, просто я сейчас об этом не думаю все равно. Если что, даже если все плохо пойдет, поеду домой просто жить и все. Я, в принципе, и так вон сколько, когда дома один живу у себя. Нормально одиноко, конечно. Грустно, одиноко. Не, ну я и с девушкой жил как бы. Ну, что, посмотрим. Ну, интересно. Ой, слушай, Кирюх, классно пообщались с тобой. Спасибо тебе за подкаст, уделил время. Было с тобой весело, интересно общаться. Успехов тебе. Процветай, расти, радуй нас новыми рекордами. И чтобы все получалось у тебя. Спасибо и вам. Развитие соцсетей, тяжело. Друзья, Обнял, всех люблю. Да. Хейтеры вас тоже люблю. Пишите. хейтеры, люблю вас. Ну, пишите мне там ссылочку там на мои соцсети оставь, чтобы они писали. Я менеджеру своему скажу, он переведет и отвечу вам. Так что ладно, я шучу на самом деле. Всех обнял, кто за меня болеет, всем спасибо. Все пишите, отвечу. Все, до свидания. Да, ребят, не забывайте подписываться на этот канал. Ссылочки на Кирилла и на мои группы вы можете найти внизу в описании под видео. Спасибо вам за просмотр. Увидимся в новом видео. А сейчас, друзья, стоп! Если вам понравился данный ролик и вы хотите видеть подобный контент чаще с новыми, известными и интересными персонажами, прошу поддержать мой канал донатом по реквизитам, которые вы видите на экране. На съемки подобного контента я трачу довольно много собственного времени, средств и сил. Поэтому я буду вам безмерно благодарен, если вы поддержите мой канал в развитии и ускорите выход новых роликов. Всем желаю здоровья, успеха, победа будет за нами!